you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые трибридные внутриканальные наушники от компании Meyer Audio стоимостью около $150. И приходят они в средней по габаритам коробки с приятным оформлением. И тут было указано название этой модели Lava. Но тут уже имеется график частотной характеристики этих наушников. И за звук в них отвечает два динамических драйвера диаметром 10,8 мм для низких и средне-низких частот. Два арматурных излучателя используются уже для средних и один для высоких частот. И завершает все это дело один микропланарный драйвер, который отвечает уже за воспроизведение ультравысоких частот. В общем, получилась тут такая крайне уверенная связка. Но чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 36 Ом. И сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники будут довольно средние. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров, и сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм и даже Type-C адаптер для подключения уже к смартфону. Небольшой фирменный кейс, инструкция по использованию наушников, сертификат качества, ну и набор разных амбушюр. Эти наушники довольно небольшие, и они были выполнены из смолы с очень приятным ярким оформлением лицевых панелей, которые еще были украшены надписью CK-LVX. Но здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом расположилось небольшое и единственное отверстие для компенсации, которое отлично справляется со своей задачей. Но на внутренней части тут имеется лишь только маркировка канала, а вот звуковод тут выполнен из металла, имеет длину около 5 мм, диаметр 6,2 мм, он прикрыт защитной металлической сеточкой, но также получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Ну а сидят эти наушники в ушах прям отлично, и я бы даже сказал, что ровно так же, как и предыдущие модели этого бренда, которые лично у меня в ушах всегда сидели просто превосходно, и на посадку я никогда не жаловался. И это также касается этой модели, поскольку посадка у этих наушников предельно плотная, надежная, и я вообще не испытываю никакого дискомфорта, даже при длительном прослушивании. Да и их модульный кабель мне понравился, и поэтому я прослушивал эти наушники именно с ним, что и вам советую. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников Meyer Audio Lava. И первое, что мы здесь видим сразу, это явное усиление низких частот на 11 дБ с плавным, но слегка ранним переходом к области нижней середины, с небольшим ее ослаблением. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено почти ровно на уровне моего таргета, поэтому при длительном прослушивании эти наушники меня не утомляют. И вообще я вам могу сразу сказать, что они очень даже так хорошо подходят для прослушивания на более высокой громкости. Просто возьмите себе это на заметку. А вот высокие частоты тут очень хороши, поскольку они нормально контролируются и уже плавно сдухают после 17 кГц, что является для этой ценовой категории реально хорошим результатом. Ну и в целом, я думаю, тут вообще не сложно уже догадаться, что Meyer Audio, как всегда, не стали делать каких-то рискованных изменений в настройке наушников и просто пошли уже по проверенному пути, что, на мой взгляд, является максимально правильным решением. И по сути здесь мы имеем тюнинг, как уже у более старших моделей, что несомненно очень круто. Ну а теперь давайте лучше обсудим, как все это будет ощущаться на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились ожидаемо не басхедными. Но не волнуйтесь, поскольку с глубиной сабаса здесь полный порядок. Он дает хорошее физическое ощущение, обладает вполне выраженной плотностью и при этом не пытается постоянно перетянуть все внимание на себя. А вот мидбас тут радует своим задорным, но очень точным и аккуратным панчем, за счет чего удар кика получается хоть и хлестким и собранным, но здесь точно не идет речи о какой-то безумной басхедности и давлении
давления, а наоборот здесь все про спокойствие, контроль и отличную текстурность. Бас получается достаточно прозрачным, чистым и свободным, быстро отрабатывает свои задачи и самое главное, что оставляет достаточно пространства для уже средних частот. Поэтому в итоге низ здесь воспринимается очень легко и естественно, но при этом он совершенно не кажется каким-то пустым или слишком сухим, поскольку нужное количество энергии и веса здесь все-таки присутствует. Просто все это, ребята, здесь подается очень аккуратно и без какого-либо лишнего раздувания. И поэтому на электронной музыке, на роке, на металле низкие частоты здесь ведут себя предельно адекватно, сохраняя хороший контроль и никак не мешая остальному диапазону. Но переходя к средним частотам, они здесь получились действительно чистыми, свободными, прозрачными и легкими. И в нижней середине точно нету какой-то лишней добавленной плотности или перегруженности. Зато есть ощущение той самой свободы и просто какого-то огромного количества воздуха. При этом что мужской, что женский вокал сформирован был очень правильно, обладает естественным и тембрально достоверным характером с небольшой такой приятной теплотой, а инструменты получают хороший вес и при этом не теряют своей прозрачности. Да и разрешение для этого бюджета, ребята, ну тут прям реально впечатляет, потому что в музыке легко прослушиваются какие-то различные нюансы, а сама середина на слух получается достаточно драйвовой и насыщенной, особенно при подборе подходящего источника, что особенно хорошо также проявляется на тяжелых жанрах, где хорошо слышно каждую деталь гитар, ударных и других каких-то инструментов. И если вы, как и я, любите не просто слушать музыку на фоне, а еще и разбирать ее на отдельные, так скажем, части, то здесь, ребята, вам точно будет чем заняться. И при всем этом подача совершенно не становится какой-то сухой или утомительной, а наоборот она настолько легкая и открытая, что от прослушивания действительно тяжело оторваться. А вот высокие частоты здесь получились действительно чистыми и детальными, с очень хорошей технической составляющей, но я отмечу, что на мой слух они все-таки немного критичны качеству записи, что, впрочем, было и у Meyer CK2V, и SL224, и D60, и Lava на них в этом плане определенно похожи. Но нужно понимать, что это будет абсолютно нормально, поскольку перед нами действительно техничные наушники, которые не пытаются скрывать недостатки вашей музыки, а наоборот, довольно честно показывают практически все, что есть в записи. При этом здесь есть хорошее количество воздуха, достаточно высокая скорость переходных процессов и отличная проработка каких-то мелких нюансов. Поэтому если запись качественная, то и верх уже начинает воспроизводиться очень интересно и открыто. Но какой-нибудь пережатый MP3 или старая там какая-то гаражная вообще запись может восприниматься в них довольно тяжеловато. Особенно если там изначально было много проблем со сведением. А вот если вам попался хорошо записанный и грамотно сведенный трек, то здесь, ребята, удовольствие от прослушивания будет уже совершенно другим, потому что эти наушники раскрывают огромное количество всех мелких деталей, добавляют ощущение чистоты и воздуха и позволяют вам очень хорошо расслышать всю структуру композиции. И самое главное, что высокие частоты здесь не просто пытаются показать вам как можно больше деталей, а действительно помогают лучше разбирать инструменты и различные нюансы записи, что, как по мне, будет очень важно. Ну и звуковая сцена здесь мне тоже понравилась, поскольку она получилась широкой, свободной и очень понятной для восприятия, с хорошей глубиной и отличным позиционированием отдельных звуков. И здесь буквально не возникает проблем с тем, чтобы понять, где находится тот или иной инструмент и откуда именно он вообще звучит, потому что локализация в этих наушниках работает действительно хорошо. При этом сама сцена точно не ощущается какой-то зажатой или тесной, а наоборот, она достаточно такая раскрепощенная и открытая, и музыка за счет этого воспринимается в этих наушниках очень легко и свободно, что особенно заметно на тяжелых композициях, где большое количество инструментов не превращается в какую-то одну общую
общую кашу, как на более простых наушниках, а каждый элемент продолжает как бы уже занимать свое место в пространстве. При этом глубина тоже в них ощущается достойно, и поэтому сцена тут не воспринимается просто широко и плоско, а имеет нормальное ощущение переднего и заднего плана и с характерным объемом. В общем, тут, ребята, все прям ожидаемо классно. Я думаю, что для такого характера звучания эта сцена подходит просто идеально. Ну и в итоге я пришел к тому, что Meyer Audio Lava это очередные и для меня ожидаемо прекрасные наушники этого бренда по очень приятной цене, особенно на распродаже, которые порадовали меня отличной детализацией, шикарной технической составляющей и действительно конкурентоспособным звучанием. И если в этом бюджете вы как раз сейчас ищете наушники с подобным характером, достойным внешним видом и нормальной комплектацией, то, на мой взгляд, Meyer Audio Lava действительно заслуживают внимания, и от себя я смело рекомендую эти наушники, особенно если вы уже являетесь поклонником этого бренда. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.